Земля – это уникальная планета. На ней есть океаны, горы, пустыни, леса и города, полные чудес. Но все-таки Земля – это планета людей. Они – главное сокровище нашей планеты. Каждый уикенд знаменитая певица Мишель Андраде и ее друг-блогер Кирилл Макашов отправляются в гости к удивительным народам мира. Один будет знакомиться с местными, имея всего $100 на 2 дня. А второй будет узнавать жизнь землян, имея неограниченное количество средств на карте. Основное блюдо. Ага. Начинается интересное путешествие. Посмотрим. Давай к нам, еще шажочек. Не бойся, мы твои новые богатые ведущие. Ну вот, не бойся, мы знаем, как с тобой обращаться. Да-да, мы посмотрели, как тратили твои предыдущие владельцы. И мы обещаем использовать твои премиальные возможности еще лучше. Сейчас только взрослый решает, кому достанется премиальная карта MasterCard. А что тут решать? За нас все решит монетка. Смотри, Миш, во-первых, халло, повтори. Халло. Хой и хутамиддах. Нет, я не буду повторять, я не матерюсь. Это приветствие. Всем привет! Это Орел и Решка земляне. И мы прилетели в гости к голландцам. Сразу видно. Дилетантский подход к голландцам. Миш, это, во-первых, не Голландия, а Нидерланды. Значит, живут здесь кто? Не голландцы, а... Нидерландцы? Молодец! Как тебя по всей этой красоте отпускать гулять, скажи, пожалуйста. А я с водителем буду, так что все нормально. Да. Вынужден сообщить, 100 баксов не хватит на это. Орел! Решка! Ты что? Давай. Ну? Черт! Хоть и рюкзачок мне подошел, но тебе лучше будет с ним. До свидания, Кирилл, я поехала. До свидания, Кирилл, до свидания, Мишель. Нидерландцы, как никто другой, страдают от стереотипов о своей стране. Для многих Нидерланды – это один большой район красных фонарей вперемешку с кофешопами, по которому все ходят с тюльпанами в руках. Но сегодня ни слова о тюльпанах и запрещенных веществах. Сегодня мы расскажем, какие нидерландцы крутые. Какие еще земляне могут похвастаться тем, что треть своей страны отобрали у моря? Что строят мосты для кораблей? Что их король ездит на велосипеде, а принц развивает стартапы? Als je nederkomt naar Zurich, ja, tulpen uit Amsterdam, ja. Нидерланды – это одна из самых прогрессивных и успешных европейских стран. Здесь очень высокий уровень жизни. Это видно уже в аэропорту. Смотрите, у них даже такси, Теслы. Минимальная зарплата нидерландцев – 1700 евро. В день это, на минуточку, 77 евро. Да, на этот уикенд у меня аж 84 евро.
Первая трата – билет на автобус до центра Амстердама. On my receipt. Thank you very much. Thank you. Такие вежливые, приятные люди. Обожаю безлимитную карточку за то, что у меня сегодня есть возможность покататься на самом любимом транспорте нидерландцев. Это велик! Да, не Феррари и не Роллс-Ройс. В сезоне земляне мы выбираем тот же транспорт, что и местные богачи. Так вот, в Нидерландах на великах ездят члены королевской семьи и прочие аристократы. А мой велик, к тому же, местная легенда. «Газель» в Нидерландах выпускают уже 120 лет. Все нормально, я умею кататься на великах. Ой, класс! Слушайте, моя «Газель» — это не просто байк, это электровелик. Сам, конечно, он не ездит, но электромотор помогает намного быстрее передвигаться по городу и сэкономить силы. Ну, все намного быстрее, чем я. Куда вы все спешите? Нидерландцы – это земляне, у которых буквально вместо двух ног два колеса. Вы посмотрите, просто сколько их, велосипедистов. Здесь все катаются на велосипедах. Все куда-то едут с работы на работу. Вам так удобно? Да, очень. Yes! Oh my God! А машина у вас есть? Только велосипед. Вам больше нравится машина или велик? Я люблю велосипед. Это быстрее и проще. Это самый дешевый транспорт, и это очень экологично. В Нидерландах на великах все. Растаманы и главы крупных компаний, пенсионеры и многодетные мамы. Как только нидерландец садится в седло, он становится королем дорожного движения. Вот такая красная велодорожка, почти красная дорожка в Каннах. Объясняю, кто здесь самый главный на дорогах. Вот стоит велодорожка и трасса. Пешеход должен пропускать велосипед. А вот если машина, ты можешь пройти, а он остановится. Автомобили на нидерландских дорогах вообще самое слабое звено. Есть даже знак «Автомобиль, ты здесь гость». Здесь вся инфраструктура построена под велосипедами. Даже города соединяются между собой велодорожками. Вот схема велодорожек Нидерландов. Она похожа на сеть кровеносных сосудов. И не только в городе. В каждой деревне. В лесу. На берегу красная дорожка. И если ты устал, возле каждой ЖД вокзал стоит вот такая парковка для велосипедов. Когда говоришь парковку, не представляешь, что ты увидишь парковка для великов. Еще и вот такая вот огромная. Парковка, кстати, бесплатная на 24 часа. А потом 1 евро в сутки. В отличие от парковок для авто, которые могут стоить до 80 евро в сутки. Чтобы вы понимали, насколько здесь серьезно с велосипедами, в каждом городе есть свой велосипедный мэр. Приятно познакомиться. Вы велосипедный мэр? Bicycles, yes? Да, это волонтерская работа. Я делаю все, чтобы в Нидерландах каждый ребенок считал, что велосипед – это классно. Марсель проводит мероприятия в школах для популяризации великов. А что это? Когда ты мэр, должен носить такую штуку. Это деталь от велосипеда. Нравится детям. Когда я захожу в класс, они такие: «Вау, это же мэр!»
У вас есть машина? Нет, у меня нет машины, но у меня 8 велосипедов. Но зимой ведь может быть холодно, и вы не ездите на велосипедах. Мы ездим также и зимой. Зимой тут около -5. А когда скользко, посыпаем солью велодорожки. Ладно, если он тут в -5 еще катается, пусть он попробует к нам приезжать и покататься при -20. Не проблема. Я еще одну куртку надену и поедем с тобой кататься. Amsterdam there lived a maid, mark well what I do say. In Amsterdam there lived a maid, she was the mistress of her trade. I'll go no more a-roving with you, fair maid. Roving, since roving's been my ruin. I'll go no more a-roving with you, fair maid. С прошлого года страна официально отказалась от термина «Голландия». И во всех документах теперь используются только Нидерланды. Но если случайно перепутаете, местные не обидятся. Нидерландцы очень толерантные и вообще на позитиве. Нидерландцы – одна из самых богатых наций в Европе. При этом в них не видно напряжения. Они довольны жизнью, по каналам плавают, в кафешках сидят, греются на солнышке. Сразу видно счастливых землян. Уютно, атмосферно, просто жизнь. Благодаря великам я поняла, что нидерландцы экономны, спортивны и здоровы. Но постоянно здесь кататься на велике я не буду. Электрокар – это единственный автомобиль, которому в Нидерландах рады на дорогах. До 2030 года нидерландцы хотят полностью избавиться от бензиновых и дизельных авто и больше никогда не дышать выхлопными газами. Чтобы вы понимали, насколько здесь продвинутые люди, принц Нидерландов занимается продвижением стартапов в стране. Мне не терпится познакомиться с принцем. И вообще, кто не хочет с принцем познакомиться, с настоящим? Правда, он почему-то назначил встречу не во дворце, а в каком-то офисном здании. Здравствуйте! Приятно познакомиться. Я Мишель. Константин. Дамы и господа, его королевское высочество, принц Константин Кристоф Фредерик Ашвин Нидерландский, принц Аранско-Нассауский, господин Ван Амсберг, младший сын королевы Беатрикс и родной брат действующего короля. Собственной персоной. А я думала, что если вы принц, вы живете в замке. Нет, я живу обычной жизнью. У меня обычный дом, обычный бизнес, обычная работа. Я знаю, что вы занимаетесь стартапом в Нидерландах. Расскажите об этом. Мы развиваем стартапы, потому что они оказывают большое влияние на нашу жизнь и меняют ее. И потому что они приносят большие деньги. Например, одна из наших компаний придумала производить семена картошки. Если вместо того, чтобы сажать тяжелые большие клубни, просто рассыпать семена, можно посадить больше картошки во всем мире. Я думаю, нидерландцы очень креативны. Мы всегда говорим, Нидерланды были созданы людьми. Изобретательность нам была нужна, чтобы выжить. У нас 2/3 страны ниже уровня моря. И мы в прямом смысле построили нашу страну. Сейчас университет Делфта, например, разрабатывает самолет на солнечных двигателях. Также мы разработали машину на солнечной энергии. Lightyear One. Это будет лакшери-автомобиль с солнечными панелями. Мы уже поднялись над уровнем моря, и сейчас задача поддерживать высокий уровень жизни в стране. Для этого мы должны постоянно придумывать новое. На знакомство с нидерландцами у меня всего 2 дня. За это время сложно понять таких удивительных землян. Но в Нидерландах живет много экспатов. Привет, Ник! И я списался с парнем Ником, который сможет понятно для нас рассказать, что в местных землянах самое удивительное. Ты, переехав сюда, заметил какие-то у них... какие-то
вот спешл фишечки какие-то, что-то вот такое в характере, в поведении, в бытовой жизни, что-то, что для себя мог перенять бы. Если мы посмотрим вот на дома здесь вокруг, практически нигде нет штор. Они приверженцы такой вот прозрачности. Нечего скрывать. Смотрите, это мой дом, вот мой стол, моя семья, это то, что я честно заработал. Бывает прямо, смотришь, тут у тебя чья-то кровать не застелена, думаешь, ах, застелили. Ах, не застелили. Можете мне рассказать, какие нидерландцы? Они очень прямолинейные. Для некоторых это бывает сложно. Если им что-то не нравится, они тебе это скажут, и в культуре нет такого, что должен это обижаться. Должен это принять и может отшутиться. Над собой подшутить, над этим человеком, вот только так. Первый раз это просто, как знаешь, на тебя просто ведро холодной воды выливается. Ну, представляешь, тебе говорят, стрёмно выглядишь, и ты такой, господи, как я, что, как? Обидеться? Нет, не надо. Нидерландец без угрызений совести предложит девушке разделить счет после свидания. Ему ничего не стоит сказать девушке, что она потолстела. И что самое удивительное, нидерландка не обидится. Нидерландцы могут жить вместе и не делать предложения 20 лет, а расстаться по СМС. В общем, они всегда будут делать так, как им удобно. Ты не можешь просто взять, позвонить другу и сказать, давай встретимся сейчас, или, не знаю, вечером. Мне так грустно, я хочу тебе рассказать историю всей своей жизни. Тебе скажут, давай через 2 недели, у меня есть окошко в субботу между 4 и 5, если тебе неудобно, то еще через 3 недели, вот там где-то 3 дня. Да, это везде распространено. Невозможно договориться прямо день в день. Все ценят свое время, причем, ты знаешь, не обязательно означает, что человек постоянно чем-то занят. Да. То есть он просто хочет пятницу, субботу, вообще всю последующую неделю ничего не делать, читать книгу. Когда в твоей стране ничего не меняется, когда здесь так прекрасно и приятно, хорошо, и все уже построено, ты можешь себе это позволить. У вас машина или велосипед? У меня есть машина и велосипед. Иногда меня узнают на улице, но обычно все спокойно реагируют. Все абсолютно равные. Ты никогда не знаешь, вот кто те люди, которые сидят. Кто-то из них, возможно, миллиардеры. Серьезно? И они будут просто так сидеть, они будут ездить на простых велосипедах, они будут ездить вот на каких-нибудь простых совершенно машинах, которые здесь стоят. Потому что, ну, как-то показывать себя, этого нет в этой культуре, и это поражает больше всего. Умение договариваться, ключевая черта, умение строить отношения. Эта страна, в принципе, возникла и построилась вокруг торговли международной, и вокруг сделок, по сути, да? Умение договариваться сыграло ключевую роль в создании Нидерландов. Мы довольно прагматичные, гибкие. Но мы не такие строгие, как швейцарцы или немцы. Мы более расслабленные. У нас есть такое выражение. Оно означает, что должно быть весело. Если ты будешь слишком серьезным, от тебя все отвернутся. Тут люди работают, чтобы жить, а не живут, чтобы работать. Если выходит солнце, все немедленно выбираются на улицу, пьют пиво и едят биттерболы. В общем, здесь живут очень приятные люди, здесь все твои друзья, ты точно не пропадешь. Вот, блин, ну я вот этому рад. Прям что, главное, чтобы люди были хорошие. Это точно. Кофеек не хочешь попить? Пойдем? Я понял. По твоему календарю нельзя. Я подождал, мне пора спешить. Пока. Все, давай, счастливо, спасибо большое. Большая часть Нидерландов ниже уровня моря, поэтому нам нужно вкладывать миллиарды каждый год, чтобы защищаться от поднимающегося уровня воды. Нам, нидерландцам, нужно было кооперироваться, чтобы бороться с водой. И это всегда делали самые умные люди, не самые богатые и не те, у кого было больше оружия. Даже когда в других частях Европы главными были короли и королевы, в Нидерландах главными были инженеры. Из разговора с принцем я поняла, что нидерландцы просто боги инженерной мысли. И прихватив свою безлимитную карту, я отправилась посмотреть на чудеса, которые создают эти земляне. Нидерландцы стали лучшими инженерами, потому что боролись за жизнь. Потому что их родина была болотом, которое вдобавок затапливало море. И местные додумались осушать землю с помощью мельниц. Да, ветряки тут были нужны не для перемалывания муки, а для откачивания воды. Вот карта Нидерландов в 1300 году. За 700 лет с помощью мельниц и дамб нидерландцы смогли отвоевать себе у моря еще треть страны. С тех пор эти земляне не перестают удивлять. Например, у них современные мельницы в море вырабатывают электричество.
На первый взгляд, кажется, просто обычный мост в центре Амстердама. Но нет, если подойти к нему поближе, то можно видеть, что его напечатали 3D принтером. У меня во дворе уже год яму залатать не могут, а в некоторых странах печатают мосты на 3D принтере. Обалдеть. Если вы думаете, что мост напечатан 3D принтером, это круто, то взгляните сюда. Мост, по которому ходят корабли. Вот это я понимаю. Крутяк. Водный мост Велювимер соединяет две части озера и проходит над трассой. Едешь себе на машине, а у тебя над головой плывет корабль. Чтобы проложить дорогу под водным мостом, инженеры буквально раздвинули воды озера. Что случилось? Хорошо, но надо было веселиться немножечко. Thank you. Путешествуя по Нидерландам, можно бесконечно удивляться тому, как тут разводят мосты. Как тут дороги буквально печатают на специальном дорожном принтере. Тут падает челюсть, когда видишь, как выращивают овощи. Эти космические пейзажи, круглосуточные теплицы, в которых урожай созревает быстрее. Нидерландцы, что вы творите? Я отправился в деревню Финкефейн, наверное, самую удивительную деревню Нидерландов, чтобы своими глазами увидеть, как местные там подружились с водой. Даже в деревне поражаешься, как нидерландцы умеют организовать пространство. Земля досталась им дорогой ценой. Поэтому нидерландец себе не простит, если хоть 1 квадратный сантиметр у него будет не ухожен. Так красиво, что аж, фу, противно. Только приезжаешь сюда, уже такое ощущение, будто хочется здесь остаться любой ценой. Excuse me? Hello? Привет, меня зовут Кирилл. Меня зовут Виктор. Приятно познакомиться. Чем я могу вам помочь? Могу я вам задать несколько вопросов? Вы тут живете? Да. Но я жду туриста, которого должен отвезти через 5 минут. Но ты можешь поехать с нами. Я тебе покажу, что тут да как. Да? Hello? Hello? Oh, nice. Меня зовут Руди. Меня зовут Кирилл. Приятно познакомиться. Don't wanna say too much. It's safe to keep it all inside. Финкефейн – самая странная деревня, которую я когда-либо видел. Она стоит на длинных и узких, как лапша, полосках земли, прямо в озере. Каналы – это места, где когда-то выкопали торф, а суша – это насыпи, где торф сушили. Сейчас на них растут деревья, стоят домики. И это любимое место отдыха нидерландцев. Как только хорошая погода, много людей выезжает куда-то, к воде или на пляж. Виктор сдает домики туристам. В 60-х его отец купил здесь участок за 7000 евро. А сейчас он стоит порядка 500 тысяч. Enjoy. Хороших вам каникул.
Прихватив свою безлимитную карту, я поехала дальше знакомиться с богатыми нидерландскими аристократами. Вот это я понимаю. Настоящий замок. Просто здесь так красиво. Замок Дивенворде. С 13 века он был родовым гнездом влиятельной нидерландской семьи Ван Вассенайр. В нем есть все, что ты ожидаешь увидеть в замке. Портреты предков, старинное оружие, целый сервант китайского фарфора. А вот и сам барон Арент Ван Вассенайр. Я Мишель. Меня зовут Арент Ван Вассенайр. Впервые общаюсь с бароном. Можете называть меня просто Арент. Но у вас ведь есть титул? Есть, но я не люблю, когда люди меня так называют. Это звучит странно. Я хочу быть как все. А сейчас, в 21 веке, каково это быть бароном? Многие думают, что у нас баронов есть какие-то привилегии, но это просто титул. Но родители растили меня так, что раз мы аристократы, мы обязаны делать что-то хорошее. Я живу в обычном доме в Гааге с женой, собакой и 3 пасынками. Каждый день хожу на пляж с собакой и плаваю в море круглый год, даже когда холодно. Так, с бароном разобрались, идем смотреть замок. На этом семейном древе все владельцы этого замка. А вот в 1226 году было первое упоминание этого замка. Вау! Вау! В 20 веке все отсюда выехали, потому что содержание замка обходилось в миллионы. Мы его превратили в музей и оставили все в таком виде, как будто люди только вчера уехали. Замок Дивенворде – идеальное место, чтобы понять, что в отличие от современных нидерландцев, их предки любили повыпендриваться. Эти обои на самом деле не бумага, а тисненная позолоченная кожа. Вау! Обалдеть! А еще была традиция вешать портреты повыше, чтобы приходилось поднимать голову. Так подчеркивали важность людей. А это еще один предмет для хвастовства – арт-кабинет. В его ящичках хранилась особая коллекция. Например, редкие раковины. И владелец мог продемонстрировать своим гостям, что его раковины больше, чем у них. Пока ходишь по замку, чувствуешь себя настоящим детективом. Вокруг тебя полно вещей, назначения которых современному человеку непонятно. И тебе предстоит его разгадать. Вот это, например, не средневековое орудие пыток, а старинная стиральная машинка. А это подогреватель тарелок, чтобы еда во время званого обеда быстро не остыла. Эту штуковину тоже придумали, потому что в старинных замках был страшный дубарь. Переводится как «сковорода для кровати». Внутрь клали угли и держали под кроватью, чтобы баронесса легла спать в тепленькое. Детский стульчик – чудо нидерландской инженерной мысли. Под ножки ребенку ставили мини-грелку с углями, а под попой был встроенный горшок с крышкой. А это уже для взрослых. Можно сказать, заменитель туалетной бумаги. Старинное биде. Помылся, вода стекла через кранник в тазик, и слуги его унесли. А это что? Это туалет. Really? Вот так выглядел туалет 800 лет назад. Конечно же, такой огромный дом, лень ходить в туалет, поэтому он возле кровати лежал. Your room looks like... А ваша комната сейчас похожа на эту? Yes. Нет, конечно, она намного меньше. Thank you. Ни в какой стране мира мне не будет так хорошо и комфортно, как в стране, где я с премиальной картой MasterCard. С ней я могу быстро и удобно платить любой прихоть и еще получить приятный бонус в виде 30% кэшбэка. Ну не прелесть? Амстердам, с MasterCard ты определенно мне нравишься.
В этих домиках не живут. Это для летнего сезона, начиная с апреля и до октября. Получается, просто вот так выглядит нидерландская дача. А можем на ваш домик поближе взглянуть? Добро пожаловать на остров. Тут можно развести костер. Участок крохотный, и на нем нельзя отгрохать себе двухэтажный особняк. Чтобы островки не разрушались, здесь запрещено строить дома больше 35 квадратных метров. А те, что вы видите, стоят на 9-метровых сваях. Это простой домик на озере. Для него это просто домик. Для меня это как чудо какое-то. Тут очень приятно сидеть на стуле и смотреть на озеро. О, мэн. Тут аккумуляторы. А там солнечные панели. 6 штук на крыше. А вот насос для воды. Вода из озера идет через фильтр. Бесплатная энергия. Такое умиротворенное, that's what I'm saying, it's very peaceful. Прекрасное место. А сегодня кто-то заселяется? Нет, сегодня нет. Могу я вам предложить сделку? Конечно, я люблю сделки. Если я не буду использовать лодку, не буду использовать воду, электричество... I will not use electricity maybe just a little bit. Like 30 euro? 30 евро? Может, как специальное предложение? А все в Украине такие юмористы, как ты. Давай хотя бы 50. 50. Полчаса я унижался, а потом сказал прямо, как любят нидерландцы, что у меня просто не хватит денег. Виктор согласился на 40 евро, с учетом того, что я в домике только переночую, а рано утром он привезет работника и заодно заберет меня. И никому не говори про такую цену. Ни за что. Thank you very much. Я увидела, как жили местные богачи раньше, и мне стало страшно любопытно, в каких домах живут современные нидерландские миллионеры. Поэтому назначила встречу с брокером по недвижимости. Кажется, что все, кто тут живет, богатые. В этом районе действительно довольно обеспеченные люди. Квартиры здесь стоят более 1 миллиона евро. О, вау, 1 миллион евро? А угадайте, сколько стоит купить место в паркинге такого дома? 125 тысяч евро. Я могу вам показать отличную квартиру, которая сейчас продается. 182 квадратных метра. Ее цена 2 миллиона 475 тысяч евро. Ну что, мы сейчас поднимемся в квартиру за 2,5 миллиона евро. Обалдеть. Квартира за такие космические деньги находится в ничем не примечательном подъезде. Так, ого, yes. Ага. Тут 2 спальни, 2 ванных. Это открытая планировка. Отлично подходит для вечеринок. Yes, of course. Квартира большая, роскошная, но больше напоминает дорогой гостиничный номер. Неуютно как-то. Да, вкусы богатых нидерландцев явно изменились за последние пару сотен лет. Это современная кухня с мраморным островом для готовки. Это умная квартира. Бытовые приборы, шторы, отопление – все управляется с iPad. Везде деревянный пол, и он целиком с подогревом. Я вижу тут много света. О да. Нидерландцы живут в сером унылом климате. Поэтому большие окна и яркое освещение для этих землян просто необходимы.
А это секретная комната с правильной температурой для вина. Там 2 больших холодильника. О, это моя любимая комната. Смотрите, здесь холодильник не пустой, здесь еще есть напитков. Очень много. Я могу арендовать эту квартиру? Я думаю, цена будет 6-8 тысяч евро в месяц. Вау, per month, yes? Ну что ж, у меня же безлимитная карточка, поэтому мне как бы все равно. Я могу оплатить за месяц, пожить здесь 2 дня и чувствовать себя настоящей нидерландкой. А? Thank you. Говорят, нидерландцы не транжиры, а если и тратят, то с умом. Я себе тоже транжиром не считаю, просто позволяю себе самое лучшее. С премиальной картой MasterCard для меня это просто. И как обычно, очень удобно. Оплачиваешь быстро и бесконтактно. There's a dragon under your skin, a friend that knows where you've been. Как же мне все-таки повезло сегодня встретить этого приятного, сговорчивого нидерландца. Ой. Спокойной ночи, земляне. Ну, доброе утро, ну. In Amsterdam there lived a maid, mark well what I do say. In Amsterdam there lived a maid, she was the mistress of her trade. I'll go no more a-roving with you, fair maid. Roving, since roving's been my ruin. I'll go no more a-roving with you, fair maid. А вот и, собственно, улица Красных Фонарей. Это первое место, которое туристы хотят посещать, когда приезжают в Амстердам. Ой, вот и я здесь оказалась. Whatever happens tonight, it's alright, 'cause it's never gonna see the cold hard light of day. Whatever happens tonight, it's okay, 'cause it's never gonna see the cold hard light of day. Whatever happens tonight, it's alright, 'cause it's never gonna see the cold hard light of day. Да, непривычно немножко видеть просто голые девушки на показ. А это здесь легально, понимаете? Для людей, которые здесь живут, это обычное дело. Вы удивитесь, но в мире немало стран, где проституция законна или частично узаконена. Но Нидерланды стали первой страной, где полностью легализовали ее как обычную работу с налогами, страховками и пенсиями. Слушайте, ну я сюда приехала не смотреть, а знакомиться с землянами. И сейчас у меня будет встреча с девочками, которые проработали здесь 50 лет. Ой, интересно. Сестры-близнецы Луиза и Мартина – легенды квартала Красных Фонарей. О своей жизни они даже написали несколько книг. Правда, изменили в них все имена клиентов. Привет, я Мишель. Привет, Мишель. Я Луиза. Я Мартина. Мартина, Луиза. Ой, вы так похожи.
Почему вы решили работать вместе? Я первая начала, потом позвала Мартину. Я просто убирала в комнатах, но мужчины стали на меня обращать внимание, звать «пойдем со мной». Я тогда стала расспрашивать сестру о ее работе. Тем более у моего мужа тогда не было работы, и я решила, что тоже попробую. А сколько вам было лет, когда вы начали? Около 20. Тебе должен исполниться 21 год. За этим следят. На сайте правительства есть по-нидерландски четкая инструкция с правилами. Все секс-работницы платят налоги в зависимости от уровня дохода и покупают медстраховку. Это офис, где вы работали? Да, так и есть. Это место также выглядело 50 лет назад? Только вот тут был молочный магазин. После физических упражнений белочек всегда нужен. Конечно, белок, кстати. Секси? Да, очень. Шоу для женщин тут тоже есть. Не только мужчины хотят смотреть на женщин, но и женщины на мужчин. Когда я начинала вот на этой улице, нужно было стоять снаружи, а не в окнах, и привлекать клиентов. Но это не было проблемой. К нам подходили с уважением. Уважение – это самое главное. Таких женщин, как мы, называли дамами. Если кто-то мне не нравился, я могла ему отказать. Поход в бордель тут не считается изменой, даже со стороны церкви. Если что и считается, то лучше иди в бордель, чем к подруге жены. У меня был клиент, который отправлял жену за покупками, а сам приходил ко мне в это время. Я считаю, что даже и флирт иногда бывает изменой, и поцелуем. Честно, я со своим темпераментом не могла бы тут исправиться, правда. Я не знаю, как они так легко к этому относятся. В этот бизнес идут, потому что это легкие деньги? Easy money? Да, и если ими разумно распорядиться, можно вложить в другой бизнес, например. Я обеспечила семью, заботилась о детях, но в это время мой бывший муж загулял, и мне пришлось работать дальше. Луиза и Мартина рассказали еще много необычного о своей карьере. Что вначале они часто работали в паре. Клиенты заказывали их вместе. Что раньше девушки зазывали клиентов полностью одетыми. А стоять в беле, как это делают сегодня, это неуважение к себе. Фишкой близняшек был образ госпожи с плеткой в сапогах. И в сапогах, как оказалось, удобно прятать деньги. Сестры утверждают, что в целом мужчины за 50 лет не изменились и всегда хотели одного и того же. О, какие крепкие тюльпаны! Это тюльпан какого-то лилипута. Als ik wederkom, dan stuur ik jou tulpen uit Amsterdam. Ja, duizend Die heb je ook. Это мастер-класс какой-то? Подождите. Они остались на том же месте. Амстердамские столбики. Это... Мастер... Так раскрепощенно, так уверенно себя чувствует. А сколько у вас было мужчин? Ой, много. Я считала до 1000, потом перестала. А что самое худшее в вашей профессии? Худшее – это то, что некоторые люди не понимают, что в этом нет ничего грязного. Это тоже часть жизни. Ведь все же знают, что нидерландцы большие любители сыра, да? Так вот, я считаю, что это было бы преступлением приехать в Нидерланды и не показать их сырную столицу, город Алкмар. Поэтому я здесь.
Алкмар – это еще один старинный, ухоженный нидерландский городок. Здесь проводят самую старую сырную ярмарку страны. По каналам тут возят сыр. А в местных магазинах продают сотни видов и сортов. Выдержанный и молодой, красный, зеленый, черный, синий сыр, сыр со специями, с травами, с трюфелями, из молока коровок, овечек и козочек. Вам нравится сыр? Сыр? Конечно. Я ведь нидерландец. Почти каждый день ем. Сыр? Ем каждую неделю. Ем его 3-4 раза в неделю. У нидерландцев сырная голова – всему голова. Представляете, нидерландцы могут просто положить сыр на хлеб, и для них это будет полноценный обед. Этот очень старый. Ему 2 года. Хотите попробовать? Запах старых носков, но вкусных старых носков. Вот что-то между старыми носками и сыром. Just try it. Yeah. Yeah. Oh, yes. Он прям тает во рту такой. It also on bread. Такое тягучее послевкусие и остается долго во рту. Класс, мне очень нравится. Этот самый молодой, 4 недели. Ага. Обалденный сыр, я скажу. Он мягенький, он прям во рту такой, как будто даже на масло похож. Вот у них с сырами все хорошо, и с гостеприимством тоже, как видите, все прекрасно. А еще тут работают удивительные земляне – сыроносы. Это живые символы Алкмара, как гондольеры в Венеции. А куда вы его несете? Вот туда, в башню, на весы. А можно с вами? Да. Ого, весы для сыра. А, то есть сюда они кладут сыр, а сюда они кладут, ну, как обычные весы, короче, сюда они кладут тяжести, которые весят столько, сколько сыр, и они взвешивают количество килограмм. Много фермеров делают сыры и приносят на ярмарку, но все они разного веса. Покупатель хотел бы знать, сколько же килограмм он покупает. Например, продавец говорит: я продаю тебе сыр по 1 евро 10 центов за килограмм. И когда они с покупателем ударили по рукам, начинается наша работа. Наша работа – принести сыр на весы и перепроверить его вес, чтобы никто никого не обманул. Когда мы идем, никто этого не замечает, но если он начинает идти с правой ноги, а я сзади, я должен делать шаг левой, чтобы сохранить баланс. Если головки сыра плоские, это не так важно, но если круглые, то могут скатиться. Обычно мы так носим 8 головок сыра. Около 12-13 килограммов каждый. За раз переносим по 130 килограммов. Посмотрите на себя. Мне кажется, каждый из вас столько может нести. Ученые считают, что именно из-за сыра нидерландцы подросли на целых 20 сантиметров за последние 150 лет и стали самой высокой нацией в мире. Потому что сыр содержит много кальция для роста костей. Могу попробовать? Парни выдали мне простую шляпу с синей ленточкой. Это как значок У для сыроноса. Давай, беги быстрее. В общем, достаточно тяжелая штука, и это всего 2 сыра на ней. Всего 2. А они по 8 штук за раз переносят. Это где-то 120 кило. Но он здоровый, а я нет. А вот уже спина начинает немножко. Be careful, be careful. Надень шляпу, ты же голый.
Что у вас, без шляпы это считается голый? Ну да. Ага. Strike. Yes. Штрайк. Strike. О. You can. Ну. That's only 25 kilo. Только 25. Они еще сотку сверху накидывают и бегают с ней. На самом деле, ну вот мы сейчас сделали кружочек просто вокруг этой местности. Спина уже болит. Плечи, трапеции здесь болят. Как много таких пробежек вы делаете? Раз 20, а может и 40. 40 раз со 120 килограммами? Да это полезно. В этой стране вряд ли кто-то будет гоняться за бутылку со $100. Поэтому оставляю ее вам на счастье и на удачу. Ищите наш клад в Амстердаме. От станции метро Хемстед-Эстрад пройдите 170 метров вдоль канала. Перейдите мост и под его опорой найдете бутылку со $100 от Орла и Решки. Удачи! Жители Нидерландов в нашем понимании самые европейские европейцы. Умные, прагматичные и обеспеченные. С одной стороны, супер продвинутые, а с другой, с целым вагоном традиций, которым сотни и сотни лет. Нидерландцы – это именно те земляне, которые двигают наш мир вперед. Земляне, которым хочется аплодировать стоя за их изобретательность, Печатают мосты на 3D принтере. за их дотошность У меня есть окошко в субботу между 4 и 5. и даже за их немного странный юмор. Это тюльпан какого-то лилипута. И вот честно, если б не противный климат и не риск быть затопленным морем, я не против стать их соседом. Куда вы все спешите? Хочется здесь остаться любой ценой. Обалденный сыр, я скажу. Вау, это же мэр! Для меня это как чудо какое-то. Уютно, атмосферно, просто жизнь. О, видите? Великий. Ты все деньги израсходовал с безлимитной карты, теперь думаешь, как добраться Ой, домой? да, конечно. Расскажи мне вообще, ты самый бедный человек в этой стране. Вообще, как ты здесь находился со $100? Я побывал в разных точках этой страны. Где бы я ни был, все было удивительно. И все было удивительно красиво. Но поражает больше всего то, что всю вот эту красоту вокруг сделали сами люди, живущие на этой земле. И они сделали ее даже там, где земли, по сути-то, и не было. Я предлагаю на этой прекрасной ноте отправиться в полет к следующим землянам. Хотелось бы, конечно, на кораблике так. Я не могу вообще его водить, вообще я без знаю, что проблем. ты можешь. Всё. Конечно, Всем пока, всё увидимся, могу. друзья. Пока. Прикинь, я знакомилась с принцем.